Hey, me gusta esta. Pretty baby. Привет, дорогие ребята! Всем рады привет! приветствовать на нашем канале. Ребятки, рады приветствовать с нашей кухни. Раскухня, значит, у нас опять кулинарный рецепт. Рады приветствовать с вот этой новой локации, которую многие заценили, которой многим понравилось. И также тут присутствуют опять две свечи, которым так не полюбившиеся две свечи. Я даже спрашиваю в комментариях, они вас сильно нагрели или вы где-то обожглись об них. Но нам так нравится, пускай будет. Неужели эти свечи стоят столького внимания, чтобы про них еще писали? Ребятки, что мы сегодня с вами будем готовить? Вы помните, пару видео назад я вам, когда мы гуляли в эпицентре, рассказал, что у меня есть рецепт таких вкусных котлет со свеклой, а самое главное полезных, потому что нам надо худеть. Что у нас очень медленно как-то и плохо проходит этот процесс похудения. Но все же мы стоим на своем, мы идем дальше, и мы обязательно похудеем. По-другому никак. У нас движение, у нас полезная пища, поэтому обязательно, конечно, похудеем. Вот, ребята, вот сейчас, видите, я уставший. Знаете почему? Потому что сейчас уже 10 минут первого, 12:10. Уже новый день у нас наступил. Но я говорю, Кэрри, несмотря ни на что, мы должны для ребят снять видео. Как кто-то там нам написал, мы в ответе за тех, кого приручили. Поэтому действительно, ребята, я знаю, что вы ждете наши видео. Несмотря на усталость, несмотря ни на что, мы будем сегодня снимать вот в это ночное время для вас видео. Ну и плюс на самом деле, ребята, мы очень сейчас загружены. И по-любому я бы готовил эти котлеты, потому что утром надо встать позавтракать, а время совершенно нету. Рано утром выходим и поздно приходим. Мы почему вот настолько поздно сейчас снимаем это видео? Потому что мы пришли домой где-то в 11:30, пока я принял душ, Кэрри приняла душ, пока попили чай, туда-сюда, и вот сейчас уже будем снимать это видео. У нас просто была встреча, она затянулась, получилась поздняя встреча. Встреча проходила в центре Киева, на Васильковской. Сейчас я возвращаюсь к ингредиентам, поэтому вам рассказываю, почему. Вот прошла встреча, мы вышли, и тут я смотрю, напротив написано «Мясная лавка». Мясной магазин специализированный, я думаю, ну там точно всякие вкусняшки мясные есть, там куплю то, что мне надо. Вы знаете, был очень удивлен. Зашел, что хочешь есть, аргентинские стейки, там выдержанные, какие хочешь, телятина, свинина, все, что хочешь. А вот с курицей проблема. Мне надо было обычное куриное филе или филе бедра. И оказалось, что именно вот то, что мне надо, уже закончилось. Но, слава богу, выход я нашел. Кэрри говорит, может в сельпо поехали по дороге? Я говорю, не хочу, нету сил заходить в сельпо. Но увидел, что там есть филе грудки, вернее грудка индейки. Поэтому я попросил мне свесить полкило этой грудки. И плюс этого магазина, что там стоит большая профессиональная мясорубка, и сразу мне перебили. Вот видите, 500 грамм, мне не пришлось бить вот эту грудку, перекручивать, так бы дома еще перекручивал, если бы взял целиком. За это магазину класс, но почему у них, она сказала, разобрали все. Я думаю, либо магазин сильно честный, действительно у них разобрали, либо они не успели разморозить то, что у них в морозилках, и добросить новое, раз все разобрали. Ну это такое, это шутка. Ребятки, значит, переходим плавно к ингредиентам, которые нам потребуются для приготовления вот этих незамысловатых, простых, но очень полезных наших котлет. Значит, 500 грамм филе куриное или индюшка. Ну, лучше, ребят, на самом деле, мне кажется, все-таки курица. Курица это такое доступное мясо. Плюс это мясо, которое не имеет каких-то, знаете, других сторонних запахов, ароматов, потому что люди все-таки, кто... Моя Кэрри, кстати, не очень любит индейку, но буряк в этом плане поможет и... Нейтрализует, да? Да, немножко. этот аромат не будет настолько, как бы, ощущаться. Значит, 500 грамм мяса, две вот такие свеклы, 2 буряка, что еще? Соль, масло растительное, оливковое или любое растительное, которым вы пользуетесь, которое вам нравится. Перец молотый и сыр рикотта. Нету рикотты, берите другой, берите творог просто. Почему вот этот нужен нам рикотта или сыр? Оно смягчает. Свекла дает какую-то сладость. И получается довольно неплохие вкусные котлеты. Что, ребятки, с чего мы начинаем? Значит,
Если бы у нас это было просто филе индейки, мы бы сейчас на блендере быстро перебили. Это, кстати, на мясорубке мне не очень нравится. Видите, чуть жилки есть, потому что грудку просто вот так раз нарезали и забросали, и все. Значит, ребята, теперь берем, нам надо натереть на мелкой терке свеклу. На самом деле, ребят, я недавно прочитал, что свекла, оказывается, это такое обалденно. Я знал, что это классный продукт, вкусный продукт, без которого не может быть наш обалденный украинский борщ. Вообще свекла имеет такие действия, такие, знаете, что она вообще просто оказывается бомбезная. А что именно я имею в виду? Ну, то, что там давление она понижает, это все мы знаем, это классно. Но плюс я прочитал такую статью, что если месяц сидеть на свекольной диете, я не знаю, правда это, неправда, я, как говорится, что купил, зато продал. Это я прочитал, и ни в коем случае никого не призываю делать это. Это я рассказываю то, что я прочитал, я лично попробую. Месяц сидеть на свекольной диете. Что значит свекольная диета? Не значит, что мы просто едим одну свеклу, и в рационе у нас только одна свекла. Нет, естественно. Просто она у нас должна присутствовать месяц в рационе. То говорится, что в этой статье пишется, что печень наша становится просто как у молодого, и вообще просто печень, ну прям вот действительно лечится, очищается. И, ну, короче, вы напишите комментарий, может кто-то больше про это что-то знает. Но я прочитал вот такую статью, поэтому сейчас в рационе везде пытаюсь добавить свеклу. Ну и плюс ко всему, ребята, это очень вкусно. Свекла действительно вкусна по себе. Вот мы делали карпаччо со свеклы, это очень вкусно. А просто салатик, кто не на диете, знаете, чесночок, кто может себе позволить чесночок, майонезик и свекла, это же как вкусно. Можем заменить майонез на свой домашний, хотя это тоже самая калория, там меня ругали, говорят, почему не домашний майонез. Что домашний, что магазина, нет, ну конечно, домашний это намного лучше. Но что домашний, что магазина, это калорийно. Можно заменить сметаной. Сметана, она более полезная, я считаю, поэтому, короче, без свеклы никуда. Лично для нас целый месяц у нас будет свекла в фаворе, везде будем ее добавлять. Сейчас, ребята, 2 секунды, сполосну руку. Так, ребята, значит, натерли мы нашу свеклу, без которой месяц никуда. Вкуснейшую классную свеклу. Дальше, что мы, ребятки, делаем? Дальше эту свеклу отправляем вот сюда, к нашему фаршу, к нашему филе. В данном случае у нас индейка. И берем вот так, хорошенько переминаем. Что делаем? Делаем однородную массу, чтобы у нас вот свекла просто соединилась с нашим филе, и будет все классно. Вы знаете, я люблю делать все руками, поэтому быстренько вот так хорошенько переминаю. Вы знаете, вообще свекла мне нравится своим вкусом, она дает даже вот этим мясным блюдам какую-то такую небольшую сладость, в принципе, как и морковка. Но свекла, она другой совершенно вкус. Я думаю, кто любит свеклу, тот знает, что свекла дает какой-то определенный такой вкус блюду, очень-очень интересный. И вот эти котлетки я буду делать лично в духовке. Вы можете делать их на сковородочке. Во-первых, куриное мясо, да и мясо индейки очень быстро прожаривается. Поэтому для завтрака это настолько быстро, настолько вкусно. Самое главное, что это вкусно. И самое главное, что это полезно. Смотрите, насколько хорошо мы соединили. Смотрите, вот такой замечательный фарш. Тут не будет ни яйца, ничего. У нас яйцо сделает наш фарш более бетонным. Поэтому сейчас поласкаю руку и буду добавлять рикотту. Так, ребят, теперь берем рикотту. Ну, у меня рикотта, вы можете взять творог, можете взять любой продукт, который вы посчитаете нужным. У меня вот такая замечательная мягкая рикотта. Где-то тут у нас в пачке 200 грамм. Берем половину, 100 грамм на полкило филе. И на 2 свеклы будет достаточно. Вот так. Все. Мы это добавили. Закрываем нашу рикотту. И опять хорошо переминаем. Здесь можно уже просто вилочкой. Если хотите, можно рукой. Вот так хорошенько, хорошенько все это соединяем, взбиваем. Делаем однородную массу. Ребята, что хочу сказать по поводу предыдущего видео, где я пек хлеб.
я там затронул какую-то тему, ну, к сожалению, вернее, к счастью, много людей поняли, о чем я хочу сказать. Ну, были люди, которые не поняли и начали говорить совершенно о другом. Я не разбирался, я не скандалил, я спросил у людей мнение, кто как считает. Если вы не понимаете, когда к вам блогер обращается и хочет услышать ваше мнение, причем здесь какие-то разборки, причем здесь какие-то сплетни. Это более, знаете, философский был даже вопрос, это не касался каких-то определенных людей. Это без имен, без еще чего-то. Это был философский вопрос. Вот знаете, не поговорить нам, куда, как говорится, уходит мировой океан или еще что-то из этой серии. Это просто был философский вопрос, и я хотел услышать мнение людей, сравнить со своим мнением. Но опять многие не поняли. Ну не беда, для нас это не страшно. Поняли? Кому надо, тот понял. Так, ребята, добавляем растительное масло. Вот так вот. И еще, уважаемые, пожалуйста, если кому-то очень скучно, грустно на нашем канале, я понимаю, принимаю это, естественно, не может всем нравиться, и кому-то действительно может скучно и неинтересно. Просто молча отписываемся и уходим. Не надо обязательно объявлять, что я ухожу, мне скучно. Очень странно. И еще хочется сказать некоторым людям, которые не хотел эту тему касаться, ну, а с другой стороны, мой канал, почему не касаться? Говорят, приходят и говорят, без Самвела стало скучно, отписываюсь. Дорогие мои, вы ничего не перепутали? А когда на этом канале присутствовал Самвел? У меня с Самвелом видео, ну, когда он приезжал на дачу, я даже не снимал. Один раз мы пошли на рыбалку, второй раз пошли в ресторан. У меня на Самвела совершенно мало на канале. Практически там на день рождения маленький кусочек. Но как главный герой или как действующее лицо на моем канале Самвела никогда не было. Если вы путаете с Николаем, может. Николай, да, был, а Самвела не было. Поэтому не надо мне приходить и писать. Если не будет Самвела, я отписываюсь, я ухожу. Самвела здесь и не было. Вы что-то перепутали или зашли не на тот канал. Поэтому перед тем, как писать, пожалуйста, хотя бы думайте, на том ли вы канале это пишете. Как-то так. И еще, почему кто-то удивляется, что я отвечаю на комментарии? Почему это вызывает у кого-то такую агрессию? А почему я не должен отвечать? Вы назовите мне хоть одного блогера, который не отвечает на комментарии. Ну, может, вы знаете таких. Я вполне нормальный, тут ничего. Тут же никто никого не учит и не ругает. Это просто общение. Это же общение. Понимаете? Общение. Это не телевизионный канал, где прописан сценарий, и мы снимаем с вами какому-то по сценарию. Смотрите, ребята, как хорошо я соединил наш фарш с рикоттой. Ее практически, вот видите, ну это однородная шикарная масса получилась. Добавили растительное масло, добавили по вкусу соль, перец. Просто шикарно. Сейчас опять обмываю руку и будем уже формировать наши котлеты. Так, ребятки, смотрите, взял я форму, буду выпекать вот в такой форме. Берем пергамент, все неизменно, как всегда. Опять его намочили. Вот так чуть-чуть отжали рукой и нормально. Стелим наш пергамент. Вот так, шикарно. Как раз у меня, кстати, последний кусочек пергамента. А после этого видео я буду еще снимать одно видео, буду делать еще одно блюдо. Почему я буду делать? Я вам уже сказал, мы сейчас очень заняты. И хочу наготовить нам еды на 2-3 дня, чтобы, знаете, было какое-то разнообразие, и чтобы это было полезно, чтобы не было каких-то диких странных перекусов, от которых потом поправляемся. Руки намочил и вот формирую вот такие небольшие котлетки. Делайте больше, меньше. Мне нравится меньше. Знаете, утром ты много не съешь, поэтому мне нравится меньше форма, чтобы была котлета. Овощной салатик, яйцо к этой котлетке и великолепный завтрак. Одно яйцо или отварить.
или пожарить. Я жарю всегда яйца, практически всегда, либо совершенно без масла, если на гриль сковородке, то можно совершенно. Или очень хорошо жарится на яйцо на блинной сковородке, совершенно без капли любого масла. Но вы помните, что мы можем добавить сливочное масло. Нам обязательно в нашем рационе ежедневном должно быть сливочное масло. Поэтому спокойно можно добавлять в наше жареное яйцо сливочное масло. Вот такие замечательные. Они нереально вкусные. Вот просто. Так, знаете, и на самом деле, я уверен, что, наверное, где-то в интернете это есть. Но для меня, ну, кто-то поверит, кто-то не поверит, доказывать никому не надо, ничего. Умные люди мне такие пишут, ничего никому не доказывают, ты самое главное знаешь про себя, и этого достаточно. Как получился у меня этот рецепт котлет? Спонтанно. Утром встали, открыл холодильник, увидел, что у меня есть фарш перебитый. Потом смотрю, у меня были, если вы помните, после карпаччо оставалось 2 свеклы. И эти 2 свеклы как бы без толку, бесхозные лежали. И я понимаю, что они уже испортятся и надо что-то сделать с ними. И я думаю, потру я их вот в эти котлетки. Я потер в эти котлетки, сделал, тогда делал не в духовке, сделал быстро на сковородке. У меня там их получилось, потому что филе было чуть-чуть. И свеклы было это чуть-чуть, 2 таких там скрученных, вот такие 2 свеколки были маленькие. И получилось у меня совершенно мало этих котлет. И мы позавтракали ими. Я спросил у Кэрри, говорю, как тебе? Она говорит, блин, ну вообще обалденно, очень вкусно. Поэтому нам понравился этот рецепт, и я решил поделиться с вами. Вот так, ребята, смотрите. Классно. Сформировали. И правда, вот этот цвет такой, ну вообще прям вот свекольный буряковый цвет, он даже какой-то, ну, сочетание перемешался, скажите, с рикоттой, с мясом, и он такой, вот, наверное, вишня, да, есть такая, по-моему, как она называется, шпанка, или как-то так она называется, такая темная вишня, красивая. Сейчас кто-то скажет, мужчины дальтоники, ну не знаю, но сейчас вот смешавшись рикотта с мясом, это уже не свекольный такой цвет, это, ну, Кэрри, как ты считаешь, какой это цвет? Я даже не знаю, что девушек же дальтонии нету. Так и остается свекольным? Ну, свекольный просто оттенок или немножко. Или пурпурный какой-то, вот я не знаю. Не пурпурный, немножко другой оттенок. Ну, оттенок другой. Вот мне кажется, как вишня, вот эта шпанка такая большая, знаешь, бывает. Или там более гнилой Нет, цвет, там да? более темный, Здесь насыщенный. немножко светлее получился. Ну, вот такие замечательные, красивые получились у нас котлеты. Отправляем их в духовку. Духовка у нас разогрета на температуре 160 градусов. Можете ее сделать 180. А ты накрывать будешь котлеты? Нет, мне хватает 160 именно в моей духовке, потому что она мощная, хорошая, поэтому мне хватает 160 градусов. Готовятся они буквально 20-25 минут, вы это сразу увидите. Это, скажите мне, курица, индейка, она очень быстро готовится. А свекла у нас уже готовая, она отварная. Поэтому, ребят, сейчас опять-таки мою руки после свеклы. Дорогие ребята, а сейчас еще хочу вам показать моего любимого оператора, чтобы она с вами поздоровалась, потому что я очень-очень вам благодарен, вы все ее любите, все за нее заступаетесь, мне это очень-очень приятно. Всем вот привет, наш любимый вечер. оператор. У меня серьезная миссия на сегодня. Да, у Кэрри такая миссия. Серьезная миссия. Очень серьезная, Отправляем давай. наши буряковые котлетки. Солнышко, а ну подожди, что-то они Что-то поехали. Сместились. Поехали. Все, давай, отправляй их, ничего страшного. Знаешь что, зачем я это взяла? Ну вот я тоже так Холодный, аккуратно, потому что ты их сместишь, они склеются. Все, Ничего отправляй в не духовочку. Все, ребятки, значит, 20 минут, да? 20-25 минут смотрим по готовности. Потом попробуем и расскажем. Обязательно, да, 20-25 минут. Температура у меня 160, вы можете включить 180. У нас духовка горения, она очень хорошо, да, она хорошо работает. Включаю я конвектор, обдув. Все, ребятки, ждем, пока через 20 минут у нас наши котлетки будут готовы, и мы опять с вами увидимся. Ну что, дорогие ребята, через 20 минут, как я и обещал, у вас через секунду
У нас прошло 20 минут, и мы будем доставать наши вкусные буряковые котлетки. Гошка слышит запах, аромат и тоже хочет такие котлетки. Он подходит, но при этом слышит шум духовки, отбегает, но ждет. Да, мой маленький? Ты ждешь? Ждешь, моя гасунечка, мой маленький, мой такой щебатеныш любимый. Все, ребятки, сейчас 2 секунды, и мы достаем с вами котлеты. Итак, достаем, смотрим, что у нас здесь получилось. Ой, класс. Класс, ребята. Сейчас. Обалдеть, смотрите, Цвет какие какой яркий. они красивые, они вкусные. Не давайте им сверху зажариваться, это будет ни к чему. Поэтому сверху не давайте зажариваться. Они, конечно, сейчас горячие, но нам надо с вами попробовать, поэтому 2 секунды, и мы с вами их попробуем. Итак, ребятки, я возьму такую небольшую, смотрите, какая она классная. Вот этот сок буряковый, ну просто обалдеть. Мой мальчик Гошенька ждет, мой замечательный песик, мой Гошенька. Так, ребят, смотрите, разрезаю. Смотрите, обалденная котлетка. Она сейчас очень горячая, но я ради вас все равно попробую. Но мне с курицей больше нравится, не знаю, сейчас попробую от индейки, сейчас меньше кусочек возьму, от индейки нету ли. Пусть немного остынет, может. Оно не быстро будет остывать. Очень вкусно, зачетно. Если еще сделать салатик, или, знаете, с морковкой корейская, или салатик, огуречек, помидорчик, и одно яйцо. И вот этот желточек, я делаю такие яйца, знаете, что разрезаешь, и оттуда вытекает желток. И вот с такой котлеткой это просто обалденно. Фитнес, полезная котлета. Во-вторых, буряк. Извиняюсь, ребята, опять очень вкусно, не удерживаюсь, начинаю кушать и говорить. Значит, буряк понижает давление, нормализует работу нашей печени, вернее, не нормализует работу печени, очищает нашу печень, превращает ее в молодую, как новенькая, просто будет работать. Ну и плюс буряк вообще, это свекла, это очень вкусно. Поэтому, дорогие мои, сегодня поделился вот таким блюдом. Если понравилось, обязательно лайк, не понравилось, дизлайк. За репост огромнейшее спасибо. Сегодня с вами были Гарик и Кэрри. Всем мира, добра, счастья и до новых видео. Пока, дорогие. Пока.